Привет, друзья! Вы на канале Easy to Install. Меня зовут Виталий. Это знакомая вам Toyota Camry. Я на нее установил Android. И теперь нужно на нее установить фронтальную камеру. В последнее время это становится все популярнее. И для того, чтобы подключить ее, нужно ее включать, выключать, ну и как-то автоматизировать этот процесс. Для того, чтобы это сделать, есть модуль специальный для подключения фронтальной камеры. Я его сейчас буду подключать и вам покажу, как это делается. Ну и оставлю ссылку для ее приобретения. Для установки фронтальной камеры мы приобрели вот такую вот камеру, которая устанавливается в значок Toyota. И будет здесь практически незаметно. Как ее установить? Ну, надо просверлить отверстие для нее и вставить. С обратной стороны зажимается винтом крепежным. Ничего особо сложного нет. Остальной провод, который идет тоже в комплекте, также доводится до головного устройства. И далее я покажу, как его подключить. Как я уже сказал ранее, здесь нужно просверлить отверстие. И теперь в это отверстие нужно установить камеру. Так, и камеру надо установить, чтобы она в значок встала ровненько. Вот так. И с той стороны закрепить. И с обратной стороны фиксируем его гайкой, входящей в комплект. В результате получится вот такая камера. Так, провод от камеры нужно будет протащить до аккумулятора и здесь его зафиксировать, чтобы он не болтался, на пластиковые хомуты. Соединяем разъем. Здесь у нас питание не понадобится, потому что оно будет идти от головного устройства. Поэтому сразу его можно обрезать и заизолировать. Так, пластиковыми хомутами я прикреплю чуть позже. Можно прикреплять сразу. Провод внутрь салона протягивается через резиновые уплотнения штатных кабелей. Я не буду на этом акцентироваться, потому что я уже несколько видео выкладывал именно с таким же контентом. По ссылкам вы можете пройти по этим видео и посмотреть, как это делается. Я покажу само подключение. Комплект для подключения фронтальной камеры вот состоит из вот такого вот модуля. Здесь идет фронт камера, видео out и задняя камера, rear камера in. Ну, то есть передняя, задняя камера и вход подключения к головному устройству. Так, подключаем фронтальная камера, задняя камера. Так, видеовыход. И кнопочка. Вот она, кнопочка. Так, получается, ее нужно будет вывести в удобное место. Например, вот на кожух руля, либо на лицевую панель магнитолы где-то.
Сейчас посмотрим, куда ее вывести. Пока что просто подключу. Так, на этом модуле нужно подать питание плюс-минус и задний ход вот сюда. Сам модуль нужно закрепить, чтобы он не гремел. Можно на двухсторонний скотч, можно на хомуты, но нужно прикрепить его так, чтобы он именно ни за что не трепыхался. Но это каждый делает сам, как ему нравится. Так, теперь вот это получается у нас видеовыход. То есть то, что будет отображаться на экране с обоих камер. То, что скоммутируется, то и выдаст сюда. Значит, нужно его сразу подключить на камеру заднего хода. Так, вот, это вход камеры заднего хода Android. Я к нему сразу подцепляю. Так, и вот этот провод будет подавать плюс для активации экрана Android. Так, это у нас здесь розовый провод в этой системе. То есть он подписан back или камера, rear камера или камера просто. В каждой комплектации по-разному, но тем не менее оно есть. Так, подключаем. Вот это выходы. Выходы у нас будут питание подавать на камеру соответствующую, и получать вход с нее же. Так, разбираемся, кто у нас где. Вот это задняя камера. Здесь нужно подключить Rear Cam In. То есть заднюю камеру подключаем сюда. Так, это фронтальная камера. Так, задняя камера у нас будет запитываться от заднего фонаря, поэтому питание на него вот это соединять не нужно. Фронтальная камера будет питаться именно от этого модуля, поэтому после соединения фронтальной камеры фиксируем, чтобы не разваливалось. Так. И вот эти провода уже соединяем. Для того, чтобы она включалась. Как она будет включаться, я покажу после установки. Так, ну и надо запитать эту систему. То есть теперь вот этот красный провод, который приходит с заднего хода, вот он, на включение, он у нас цепляется на включение этого модуля, на синий провод. Так. Теперь при включении заднего хода у нас сигнал будет подаваться на модуль, а модуль уже будет включать именно заднюю камеру на Android. Так, и нужно на него подать питание зажигания. То есть как бы для того, чтобы он включался при включении зажигания автомобиля. Так, для этого подключаем к минусу. Так, минус подключаем к массе. Масса у нас в этом автомобиле коричневый провод. Не всегда он черный. Так, а плюс подключается на зажигание АЦЦ.
Так, АЦЦ у нас здесь серый провод. Вот он. Серый. И хорошенько изолируем. Ну и после подключения проверяем, как работает. Вот при включении у нас включается на 10 секунд камера. И после этого она должна автоматически выключиться. Вот, выключилась. И при включении заднего хода включается задняя камера. После выключения автоматически включается передняя камера. Кнопочку я поставил вот здесь в удобном месте для руки. То есть, как бы, если нужно во время хода, камера не будет работать. Но если нужно ее включить, можно нажать кнопку. И включается передняя камера. Она выключится уже после нажатия, повторного нажатия на кнопку. Очень удобная система, особенно когда парковка достаточно сложная. Например, вот в Южной Корее это актуально. Нужно плотно-плотно парковаться. Поэтому как бы вот эта система популярна. Если вам была информация полезной, поставьте лайк, напишите свой комментарий. Если вам что-то не понравилось или непонятно, обращайтесь, я постараюсь вам помочь. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Ну и увидимся в ближайшем времени в следующем ролике. Всем удачи!